Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать настоящий рабочий зонтик для кукол. За основу я возьму вот такую раскладную трубочку. Пластик у нее прочный и одновременно эластичный. К тому же у нее есть своего рода застежка-стопор. Такие трубочки можно найти в маленьких напитках, например, в маленьком можжетеле, а также соках и фруктовом молоке. Для зонта я возьму две трубочки. Также две палочки от чупа-чупса. Проверяем, чтобы они свободно вставлялись в прозрачную часть трубочки. Это укрепит ось зонта. А для спиц нам нужна жесткая проволока. Подойдут и обычные канцелярские скрепки. Для начала разогнем скрепку, например, тонкогубцами. Таких скрепок нам понадобится 12 штук. На обоих концах проволоки плоскогубцами делаем маленькую петельку. Не сплющиваем ее до конца, а оставляем ушко такое, чтобы в него продевалось 4-5 витков нитки. После этого сгибаем проволоку пополам и перерезаем. Так поступаем с 4 проволочками. Если нужно, выравниваем их. И теперь у нас 8 коротких и 8 длинных спиц. Далее на прямом конце короткой спицы делаем петельку. И до конца ее не закрываем. Делаем то же самое и со всеми другими короткими. Теперь берем длинную спицу, отмеряем от края 3,5 см и загибаем ее на этой отметке. Немного перекрещиваем концы. А затем цепляем за середину крючок от короткой спицы и затягиваем поплотнее, но так, чтобы он мог свободно двигаться. Петли на концах коротких спиц должны быть загнуты перпендикулярно друг другу. После этого, сильнее разводя концы в стороны, плотно затягиваем серединку. Выравниваем, делая своего рода букву Т. Собираем таким образом все спицы. От внешней части трубочки отрезаем примерно 1 см. И намечаем линию примерно на 3/4. Далее берем иголку и, легонько сплющив трубочку, аккуратно прокалываем ее по линии насквозь. Расстояние между этими дырочками делим пополам и прокалываем таким же образом. И теперь еще между ними прокалываем с двух сторон. Должно получиться 8 дырочек. Надеваем этот отрезок на прозрачную часть трубочки и протыкаем и ее тоже через сделанные дырочки. Чтобы трубочки не смещались, можно зафиксировать их, оставив пару иголок. Далее нам понадобится прочная нитка, а желательно леска. У меня это вот такая на 0,25 мм. А также маленькие бусины или бисер. Теперь отрезаем немного лески и продеваем один ее конец в дырочку в трубочку насквозь, сразу через обе. Оставляем небольшой хвостик сверху,
а рабочий конец вдеваем в ушко длинной спицы с меньшей стороны. И вдеваем леску в ту же самую дырочку. Следим, чтобы короткая спица была направлена вниз. Плотно затягиваем леску и продеваем ее в следующую дырочку. Также вдев петлю в следующую спицу. Возвращаем леску внутрь трубочки. Пришиваем таким образом спицы по всей окружности. Закончив с первым кругом, делаем второй круг дырочек, выше точно над первым. Леску из верхних дырочек продеваем опять же в ушко соответствующей спицы, но возвращаем леску уже в верхние дырочки. После этого продеваем всю ту же леску в какую-нибудь спицу, а затем одеваем на леску бисерину и продеваем в следующую спицу. Таким образом вшиваем бисер между проволокой, делая распорки направляющие. И благодаря этому наши спицы встают на свои места. Завязываем концы лески несколькими узелками и оставляем хвостики. Теперь постепенно поднимаем нижнюю спицу до тех пор, пока верхняя не встанет горизонтально. Обрезаем трубочку примерно на 1 см ниже этой отметки. Срезаем немного с двух сторон, оставляя клинышки. А теперь вставляем их в прозрачную часть второй трубочки. Также у второй обрезаем внешнюю часть примерно до 2 см снизу, там где защелка. Одеваем эту деталь на ось зонта до стыка прозрачных трубочек, на котором она и стопорится. Намечаем положение нижней спицы. Сняв отрезанную деталь, прокалываем в ней 8 дырочек, так же как и на верхушке зонта. После этого пришиваем короткие спицы к этому отрезку трубочки, тем же способом, что и верхние спицы. И вот уже это стало больше похоже на каркас зонта. Берем палочку от чупа-чупса и вставляем ее сверху в осевую трубочку. И аккуратно, немного прокручивая, надеваем нижнюю часть на уплотненную верхнюю. Протыкаем насквозь верхушку и закрепляем ось оставшимися лесками. Далее займемся обшивкой зонта. У меня это двусторонняя плащевка. Нарезаем 8 треугольников с острым углом в 45 градусов. Сделать их очень легко. Чертим круг с диаметром чуть больше длины спицы. Складываем его и разрезаем. На ткани не забываем добавлять несколько миллиметров на швы. Затем берем 2 треугольника, прикладываем их лицевой стороной друг к другу и сшиваем их между собой по ребрам.
Так сшиваем все кусочки, образуя окружность. В центре оставляем маленькую дырочку. Для удобства я немного разжала петли коротких спиц и сняла нижнюю часть. Продеваем верхушку в отверстие и расправляем спицы по швам. И теперь парой стежков пришиваем ткань к спицам. Удобнее всего это делать у оси, в центре и на концах. Лучше сделать треугольники побольше и подрезать их уже на спицах. Я их сшила и подрезала заранее, и мне пришлось натягивать ткань. Кроме прямого стежка, можно сделать своего рода наконечники. Немного разогнем петли на концах. Возьмем бисер с широкими отверстиями, который можно надеть на проволоку спиц. Пришиваем их на концы парой стежков. Одеваем бисер на петли и аккуратно закрываем их. Также надставим ось снизу, вклеив вторую палочку от чупа-чупса и обрезав по трубочке. Теперь можно надеть нижние спицы на место. Верхушку можно подправить, наклеив полоску ткани. А наконечник можно сделать, например, из кнопки от авторучки. Приклеиваем его наверх. Для рукояти скручиваем проволоку и вклеиваем ее внутрь оси. Ее можно обмотать той же тканью или вылепить из глины или папье-маше. По желанию также можно пришить ремешок-застежку. Для этого на полоску ткани пришиваем кнопку или липучку на концы с разных сторон и вшиваем ее сверху в какой-нибудь шов. И вот такой рабочий кукольный зонтик у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!